Сегодня мы испытаем на прочность 100-тонным гидравлическим прессом легендарные телефоны. Мы проверим, настолько ли они крепки, как о них ходят легенды. И определим, какой телефон самый крепкий. Легендарный телефон Nokia 3310. Я думаю, такой телефон был у многих. Это телефон, сделанный в Челябинске Чаком Норрисом. Стоимость его в рабочем состоянии составляет около 1000 рублей. Защищенный телефон Caterpillar B25. Это такой уже относительно современный телефон по сравнению с Nokia. Здесь я заметил одну интересную штуку. Когда его включаешь, то появляется заставка, которая напоминает движение поршня гидравлического пресса. В техническом плане этот телефон мало чем отличается от 3310. Разве что тут есть цветной дисплей и камера, которая по качеству не намного лучше, чем у Nokia. Хотя у Nokia ее вообще нету. Но что касается своей защищенности от механических повреждений, здесь уже все серьезно. Если посмотреть на заднюю крышку батарейного отсека, можно заметить стальную пластину миллиметровой толщины. 4-й iPhone. Был у меня когда-то такой, лет 5 назад. Этот iPhone мне удалось купить за 300 рублей. Несмотря на разбитую заднюю крышку, он в работоспособном состоянии. Причина его такой низкой стоимости кроется в том, что никто не помнит пароль от iCloud. Поэтому его невозможно использовать по прямому назначению. Единственное, на что он пригоден, это либо на запчасти, либо положить его под пресс. Nokia и Яблоко имеют примерно одинаковый вес, Caterpillar чуть тяжелее. Поможет ли это ему выйти победителем из этого испытания? Суть эксперимента будет в следующем. Каждую трубку положим ребром под пресс. С помощью тензодатчика будем фиксировать точную нагрузку, при которой дисплей телефона вырубится. Начнем с легенды 3310. Что ж, как-то не очень, 28 килограмм, и дисплей вырубился. Я ожидал от Nokia большего. Не знаю, может аккумулятор отошел или Nokia оказалась китайской. Теперь посмотрим, на что способен Caterpillar. Кстати, эта же фирма выпускает карьерные самосвалы. А вот это уже неплохой результат. Максимальная нагрузка до того момента, пока не вырубился дисплей, составила 1029 килограмм. На момент разрушения Nokia нагрузка даже близко не приблизилась к таким величинам. Посмотрим, как поведет себя надкусанное яблочко. А iPhone, оказывается, тоже крепкий.
Почти полтонны выдержал, пока не вырубился. Его корпус практически сложился пополам, а экран еще продолжал некоторое время работать. Потрясающая живучесть, я от айфона такого не ожидал. Он такой прочный благодаря этой металлической рамке, расположенной по его периметру. У айфона вместе с корпусом погнулась даже батарея. Стекло, которое стоит перед дисплеем, у Caterpillar сохранилось. Оно толще, чем стекло от Nokia в 1,5 раза. Кстати, стекло от раздавленной Nokia лопнуло. Это стекло уже от другой трубки. У нас осталось еще 2 бойца. Продолжим эксперимент, дадим Nokia еще один шанс. Сейчас вставим в каждый из оставшихся телефонов по сим-карте, положим их под пресс 1 на 1, позвоним на каждый из этих телефонов и посмотрим, какой из них перестанет звонить последним. Тот и победил. К камере подключим микрофон, чтобы лучше фиксировать звук. Так, звоним на телефоны одновременно и смотрим, что получится. Так, они почему-то одновременно вырубились. И я знаю почему. Потому что вызов длится 40 секунд. Тем не менее, они перестали звонить при нагрузке почти в 4 тонны. А 4 тонны это довольно такая приличная нагрузка. Это вес такого небольшого грузовичка. Выглядят они уже не очень, конечно. Что у одного, что у другого дисплей поврежден и не работает. Caterpillar почему-то переключился в режим камеры, и камера здесь, судя по всему, работает. Nokia вообще не подает признаков жизни. При попытке на ее позвонить, она реагирует. Но поднять вызов уже не получается, видимо, клавиатура повреждена. Caterpillar не только звонит, но еще и пытается сфотографировать что-то. Судя по всему, телефоны находятся в полуживом состоянии. Продолжим наш эксперимент. Прессу придадим немного большую скорость, чтобы не получилось так, как в первый раз. Caterpillar вырубился почти при 7 тоннах. Nokia еще звонит. Ну все, наконец-то и Nokia вырубилась. И это произошло при нагрузке более 12 тонн. А 12 тонн это намного больше, чем весит КамАЗ. Это вообще такая приличная нагрузка. Сейчас попробуем позвонить на Caterpillar. Увы, он недоступен. А теперь на Nokia.
Что? Nokia еще жива. Она хрипит, но звонит. Ответить не получается, но Nokia подает признаки жизни. В этом случае я реально удивлен. Причина смерти Катерпиллера кроется в его повреждениях, а еще я заметил то, что здесь появились пятна какой-то жидкости. И эта жидкость с его литиевого аккумулятора. Nokia внешне находится в таком каком-то более живом состоянии, чем Caterpillar. Ну, крышка снимается. А, вот на аккумуляторе есть трещина, но оттуда ничего не вытекает. Давайте напоследок положим еще одну Nokia под пресс. Давить будем без тензодатчика, просто приложим максимальную нагрузку в 100 тонн. Посмотрим, что из этого получится. Все-таки 100 тонн это слишком большая нагрузка, даже для 3310.